топ-5 моих любимых знаменитостей. В этом ролике я расскажу про моих любимых вообще знаменитостей. Они из разных категорий. То есть из футбола, может, из ютуба, да, из актерства. И почему они вообще мне нравятся. Пятое место я расположу двух людей. Первое это певица, второй это боец, так сказать. И вот певица моя любимая, наверное, это Тейлор Свифт. Ну, именно вот прям относительно, если говорить по вообще из всех. Почему? Просто потому что, во-первых, я ее считаю вообще моей одной из любимых, потому что я ее песни прям очень много знаю, еще с детства, то есть я не одну там песню, а очень много песен знал. Наверное, одна из любимых это Bad Blood. Или вот, к примеру, она в 25-м году выпустила песню, ну, она нашумевшая достаточно была, то есть The Fate of Ophelia. И, кстати, вот эти две песни, наверное, две единственные песни именно у нее, которые я знаю полностью перевод, то есть я знаю, о чем это поется и все такое. Именно ее песни, вот. Также на пятом месте, вот еще хочу сказать, что на самом деле вот пятое место я так выбрал просто, чтобы как-то топ-5 сделать. Вообще именно вот прям таких моих, знаете, вот людей, у которых я прям именно, знаете, типа, ну, кумир, так сказать, что я прям вот, ёб твою мать. Также хочу еще сказать, что вот на самом деле я вот в топ-5, наверное, людей поставил, даже может в топ-4, но не суть. А людей просто, которые мне нравятся из разных категорий. Вообще именно прям людей, которые я прям, знаете, восхищаюсь, которым прям беру пример и считаю, вау, это прям, ну, величайшие люди, которые прям, ну, очень мне нравятся, это, наверное, топ-2 где-то получится. А вот с топ-3, мне кажется, это просто людей я выбрал, которые, наверное, для меня одни из моих любимых из вот данной категории. Также в топ-5 у меня входит Хабиб Нурмагомедов. Почему именно он? На самом деле, то есть мне вот Конор Макгрегор тоже очень нравится, то есть он прикольный типа. Но почему я именно выбрал Хабиба? Просто потому что, ну мне просто вот и нравится, что он типа вот спокойненько так приходит, типа просто на расслабоне, типа приходит, делает свою работу и все, то есть без лишних пафосов, так сказать. Ну, нет, ну Конор тоже прикольный, типа, но... К сожалению, последний его бой закончился не очень хорошо. Ну, и те, кто слышали, те понимают, о чем я. Так вот, отвлекся от ролика. Топ-4 у меня занимает ведущий, мой любимый, если говорить из всех таких ведущих, которые ведут телепередачи, но не суть, это Джимми Фэллон. Почему именно он? На самом деле, я о нем узнал не так уж и давно, то есть я о нем узнал где-то в октябре 25 года, то есть... Когда я начал смотреть первый раз «Очень странные дела», мне начали попадаться нарезки, там, к примеру, условно говоря, с Милли Бобби Браун, где она сидит на передаче у Джима Фэллона. И потом я уже начал и другие, вот всякие отрезки его смотреть с другими знаменитостями. И мне очень нравится, мне нравятся шутки, мне нравится, как проходит формат, мне нравится, вообще сама передача, и он мне очень нравится. То есть, я говорю, мне кажется, ведущих это мой любимый. Но, в принципе, на самом деле, я не смотрю так много каких-то передач, где прям ведущие. Но если вот говорить, какой тогда мой ведущий любимый из тех, кого я знаю, и, может, даже и смотрю, то это вот он. Ну, его я, прям полностью, вот на самом деле, вот у меня есть... Я, наверное, на днях, вот я прям, без шуток говорю, я на днях собираюсь посмотреть его именно полностью передачу, то есть, вот полностью. Ну, просто, понимаете, я раньше не смотрел, потому что она на английском, а с переводом я не хочу смотреть, знаете, нет, с переводом я не буду смотреть точно. То есть, если я смотрю на английском. В принципе, мой английский уже достаточно нормальный, чтобы я посмотрел нормально. То есть, сейчас зависит просто от того, чтобы я просто, решился посмотреть это и все. Ну, и вот. А так я нарезки смотрю, я, опять же, на английском и нормально понимаю все. Топ-3. А топ-3 это из актеров. У меня вообще, понятное дело, как и у вас, есть очень-очень много любимых актеров. То есть, я не могу прям, знаете, так конкретному прям выбрать, вот все, он лучше и все, вот, как... У меня то, что есть, к примеру, Уилл Смит, условно говоря, или Адам Сэндлер, условно, опять же, их очень много, как и мужчин, так и женщин, их прям много, то есть, если из молодых, там, Том Холланд, к примеру, Том Круз прикольный, Леонардо Ди Каприо, то есть, это я только таких самых, наверное, популярных, прям самых-самых, прям популярных, я называю. Вот, а есть же, то есть их очень много. Но вот единственного, кого хочу выделить, это вот актер, с которым, наверное, вот больше всего я вообще фильмы смотрел. То есть я с ним, наверное, я очень много фильмов смотрел, прям безумно с ним. Я, наверное, 80% всех его фильмов, условно говоря, опять же, я не знаю, прям сколько у него точно, но я прям безумно много фильмов смотрел у него. Это Лиам Нисон. Это вот актер моего, вот, знаете, так сказать, детства. Я потому что уже в детстве, то есть вот, когда мне там, до 2020 условно года, это условно говоря,
я с ним уже много фильмов смотрел, прям очень много, а сейчас, ну, тем более, то есть я прям безумно много смотрю фильмов, вот я недавно посмотрел, вот, ну, прям недавно, то есть я вот на прошлой неделе посмотрел с ним 2 фильма, вот эти, полностью на английском, вообще кайф, не зашло, я говорю, почему я его опять же выделяю, потому что, ну, вот, да, я с ним больше всего фильмов смотрел, он мне просто очень нравится, то есть он прикольный, у него в основном, типа, такие боевики, всякие жанры, то есть прикольный, типа, актер очень нравится, реально респект ему, прям, спасибо за детство, так сказать. В топ-2 у меня входит футболист, и кто-то может подумать, что это Месси, кто-то может подумать, что это Роналдо, кто-то может подумать, что это Неймар, но из вас никто не прав, потому что это Роналдо. Нет, на самом деле, без шуток, да, это Роналдо, почему не Месси? Наверняка у фанатов Месси спрашивается вопрос. Нет, на самом деле Месси, давайте так, даже в детстве мой любимый был футболист. Сейчас же у меня позиция такая, что Роналдо и Месси, их нельзя сравнивать, это 2 лучших футболиста. Но почему же я выбрал именно Роналдо, а не Месси? Просто потому, что для меня, знаете как, они 2 величайших футболиста, но вот Месси это вот типа талант, то есть это вот талант, да, и он сделал это все. А Роналдо это именно вот упорство и вот вообще типа, ну вот, желание чего-то добиться, и вот прям вот это упорство, прям, ну вот, сколько он тренировался, он всегда там уже, чуть ли, по-моему, даже он там выиграл Лигу Чемпионов, он на следующий день уже пошел тренироваться, условно, я не помню прям точно, может это с другим кубком, но не суть, он прям всегда в процессе тренировок, всегда вот старается, и вот почему именно я его опять же выбрал, потому что мне очень нравится, то есть я не реально категорически не понимаю, я не настолько вот, ну, реально вызывает злость, когда люди обзывают Роналду. Да? И Месси, когда обзывают, тоже это у меня злость вызывает. Но я именно сейчас говорю про Роналду, и я реально не могу понять. Люди пока сидят на диванах просто и там смотрят ютубчик, особенно если это дети еще там, ну, вот, которые еще не работают, типа, живут с родителями, просто говорят, ну да, Роналду вообще ничтожество, да, плохое. А сами сидят на диванах, типа, и просто грызут сухарики за счет родителей, и все, то есть. И понимаете, просто реально Роналдо это вот, ну, человек, который просто своим трудом, прям, ну, реально своим, он просто добился вот всего, то есть он работал вот там, я, по-моему, уборщиком, то есть, ну, типа убирался на улице, чтобы как-то помогать семье, он просто тратил все свое время, и просто, чтобы стать величайшим футболистом, что у него и получилось. То есть у меня, почему я вот, как еще раз повторюсь, Роналду выделил, просто потому что, ну, более он, я говорю, вот Месси это талант, Роналду это прям сильное упорство. И я говорю, то есть, его упорство, то есть, ну, меня вдохновляет. То есть, это, наверное, реально, когда вот все говорят о Роналду, типа, они говорят, ну, просто, типа, он классно играет. Для меня Роналду это человек, который вот так же, как я, типа, ребенок был, и вот, но он хотел стать футболистом, и он всего в себя вкладывал, чтобы стать футболистом. Он просто тратил все свое время, чтобы стать футболистом, и ему верил в это, что получится. Так что да, и вот топ-1 вообще ютубер это. И у него также похожая, типа, ситуация, как и с Роналдо. И вы наверняка уже понимаете, о ком я говорю. Это Мистер Бист. На самом деле, вот, реально, без шуток говорю, наверное, Мистер Бист, ну вот, Роналдо, Мистер Бист, это вот те люди, которые прям безумно вдохновляют меня, и Мистер Бист я могу еще таким своим прям кумиром считать. Просто почему? Просто потому что мне очень нравится путь Мистер Биста. Он был мальчиком, который хотел стать ютубером, он вкладывал всего себя, он снимал ролики, которые мне нравятся, его там в школе снимали, он был просто, он типа вот он был со своей идеей, по сути, многое время, долгое, он был со своей идеей тупо один. Ну вот, то есть, люди, они говорят, да, типа, Мистер Бист молодец, но мало кто задумывается и вспоминает, а как вообще Мистер Бист стал, сколько он роликов вообще снимал, сколько он много различных, так сказать, даже таких трагедий пережил. Ну, потому что, вот, представьте, у него, по-моему, у него отец, то есть у него родной, он, типа, ушел куда-то, бросил его с матерью, по-моему. Дальше у него, когда он занимался бейсболом, бейсболом, по-моему, у него обнаружили болезнь Крона, неизлечимую, ну, то есть, вот, я вот оставил, можете почитать, то есть, и те, кто не знают, ну, то есть, это уже просто, ну, понимаете, насколько. Также у него почти не было друзей в школе, то есть, он просто был, вот, он хотел стать ютубером, у него были там, просто столько различных проблем, но он все равно продолжал снимать ютуб ролики, он верил в это дело и стал, то есть, популярным. И я говорю, для меня это просто величайший путь, я говорю еще раз, перечислю столько вот проблем, там,
семейные проблемы, со здоровьем проблемы, потому что со здоровьем, наверное, это одно из самых главных, что, ну, извините, болезнь Кросса, это, ну, крона. А болезнь Крона это не шутки, то есть, и вот столько различных, это я не говорю про то, что вот я говорю, он, ну, по сути, долгое время был один, то есть он просто вот как он сам в всяких там роликах 10 лет спустя, к примеру, ну, привет, я через 10 лет спустя, вот он сам говорил, типа, что у него просто был долгое время один, что над ним могли даже, типа, смеяться, что он почти не разговаривал, всякие такие вещи. Вот для меня они очень сильно, когда я смотрел ролик 10 лет спустя, меня очень сильно тронули эти вещи, потому что, ну, извините, реально, то есть, реально так подумать, ну, это какой ужас, то есть, вот, я сбился чуть, так, вот, то есть, на самом деле, вот, когда я говорю, что я могу себе там просто думать, ой, какие у меня проблемы, на самом деле, подумать, что было, ну, что у меня есть и что у мистера Биста, это большая разница, то есть, у меня, как минимум, пока, слава богу, все хорошо со здоровьем, типа, и у меня, слава богу, родители все, типа, вместе, а у него столько проблем было, мне, на самом деле, настолько это вот, ну, я говорю, это настолько величайший, типа, человек, я считаю. Я говорю, только даже не просто потому, что он сейчас там раздает миллионы долларов, типа, снимает передачи, а то, что сам факт, что он вот с такими условиями, ну, вот вообще с таким путем, он стал популярный. И для меня это просто, то есть, ну, вообще, то есть, я на самом деле, я говорю, для меня, наверное, мистер Бист это мой, ну, вот человек, который больше всего восхищаюсь. Ну, потому что столько, еще раз, 10-й раз уже повторюсь, с такими проблемами, и вот стать таким популярным, ну, добиться цели, ну, это невероятно. Так что насчет мистера Биста, последнее, что хочу сказать, что просто я просто хочу просто сказать, ну, я удивлен, то есть, ну, потому что это вот не то, что не каждый, единицы могут пройти такой путь, то есть, единицы, ну, это прям, ну, мне просто слов нет, насколько это прям, ну, это и мощно, насколько он, казалось бы, мог бы человек быть такой, типа, вот, ну, как он сам, опять же, рассказывал в детстве, там, типа, скромным, типа, таким молчаливым и все такое, но при этом таким сильным человеком, что он не забросил на это дело и просто продолжал снимать, и продолжать снимать. И сейчас дорос до самого популярного ютубера мира, у которого больше 500 миллионов подписчиков. Ну это, я говорю, просто респект тебе. Так что, в принципе, вот мой топ-5, типа, таких, ну, там получилось топ-6, так сказать, можно уже 6 человек получилось, вот. В принципе, я понимаю, что ролик, наверное, мало кому интересен, но, в принципе, просто у меня других идей я пока не придумал, вот. Так что спасибо, что посмотрели меня, и пока.